У моего отца было несколько братьев, которые жили в разных концах страны, виделись они крайне редко, но переписывались постоянно, поэтому знали друг о друге все. Один из братьев жил на Алтае и давно звал отца в гости порыбачить. В Икселе была основной промысел ловля рыбы, там все давно уже хорошо обучены этому ремеслу и умеют защищать свой улов от всяких неприятностей. А надо сказать, мы с отцом были заядлым рыбаками и в этот отпуск все-таки решили поехать на край света к родственнику в гости, пообщаться и порыбачить, но тут случилось непредвиденное. В один из дней, буквально накануне отъезда, когда уже были собраны, уложены все вещи, я вернулся домой с работы и обнаружил отца в гипсе, он как-то неудачно оступился на улице и порвал ноги. Естественно, ни о какой поездке уже не могло быть и речи, отец сидел грустный в кресле и в руках вертел конверт с письмом от брата, ну вот, все по закону подлости, приговаривал он, придется сдавать билеты, я тоже расстроился. Илюха, а чего, собственно, тебе не поехать одному, ты же здоров как бык, не пропадать же отпуска, поезжай, потом мне все расскажешь и покажешь. Фотоаппарат, надеюсь, ты не забыл взять, а я на следующий год, если буду жив и здоров, поеду. На то мы порешили, я сдал отцовский билет на самолет, а сам вылетел тем самым рейсом на Алтай. Дорога была нелегкой, только на самолете я летел несколько часов, потом еще автобусом и на всяких попутках. В общем, добирался долго, но оно того, по обычаю меня, как дорогого гостя, приняли с пиршеством. Дядя Коля, конечно, расстроился, что брат не приехал, но сказал, что будет ждать его на следующий год. Вечером накрыли стол в доме у Николая Петровича. Я, мой двоюродный брат Юрка, сын дяди Коли, и его друзья изрядно выпили за приезд и не только, на следующий день проснулись, головы трещат, а во рту сахара, решили поход в тайгу за рыбой отложить на день. Дядя Коля ворчал на нас, что, дескать, время теряем, но потом смирился, а чего он так волнуется, спросил я брата Юрку, днем раньше, днем позже. Да там у него все заряжено для рыбалки, и старый лесник Лука Фомич нас, поди, заждался, ну да ладно ему не привыкать ждать. На следующий день мы все-таки в походу втроем с братом и дядькой Николаем Петровичем до избушки лесника добрались к вечеру. Места было потрясающе красивое, я бы там, наверное, навеки поселился, если бы не был городским до мозга костей. Так, наверное, выглядит рай на земле, у деда Луки уже был накрыт стол. Основным блюдом среди этого природного изобилия была рыба, запеченная на углях. Потом решили прогуляться вдоль берега, вдохнуть полной грудью тайгу и растрясти животы после сытного ужина. Деревянный домик лесника возвышался прямо на самом берегу, возле места, где в реке стояла сеть. Недалеко от этого домика располагалась какая-то деревянная будка, похожая на уличный сортир, а рядом огромная клетка. «Что за странное сооружение?» – спросил я у лесника. В сортир НИПом сидит Лука, и он показал рукой в противоположном направлении. А это домик Лукича Лешего, что ли? Попытался пошутить я. Сам ты леший, пошли в избу, там все расскажу. Тут дядька мой стал меня дергать за рукав. Слышишь, Ильюха, не приставай к деду с расспросами, он не очень любит рассказывать эту историю, если захочет сам поведает, а так ты не особо любопытства ей. Ну а я что, Эвелина? Приставать к деду лесника, я замолчал, вернулись. Сидим, травим байки, а домик располагался таким образом, чтобы всю эту конструкцию, которую я про себя все равно продолжал называть сортиром, было очень хорошо видно. Смотрю, а там огромный медведь быстро и пока никто не видит таскает рыбу из сети, я в крик, глядите, мол, люди, что происходит? Старый лесник выглянул в окошко, посмотрел внимательно и так спокойным тоном говорит, пусть полакомится Лукич, он заслужил, и в окно мы спокойно стали наблюдать за происходящим. Между тем медведь набил брюхо, потом почесал шкуру, а сортир с клеткой и вальяжно, не спеша, довольно с собой удалился в лес. Наверное, все вселенское недоумение в этот момент застыло на моем лице и немой вопрос в глазах.
Но мне же не велено было приставать с вопросами. И тут дед Лука заговорил, забавную историю рассказал, а в какой-то мере даже трагическую, но я ее помню по сей день. Несколько лет назад ночью бушевала гроза, начал рассказ лесник. От сильного ветра деревья стонали и трещали. В ту ночь гроза много дел натворила. Я через пару дней, когда земля немного просохла, пошел на обход своих владений посчитать убытки. И вот уже к концу дня наткнулся я на очередную поваленное бурей дерево. Рядом с ним на худого измученного медвежонка. Он уже еле двигался, когда я нашел детеныша. Мать его убила толстым деревом, а у бедного Мишки лапу застряла в расщелине дерева. Да так, что выбраться не было никакой возможности. Я освободил малыша и на руках принес в избушку. Построил ему небольшой домик с клеткой, туда и поселил. Рыбаки у меня тут часто гостят, мужики его очень полюбили, так как считали практически сыном полка. И ну вроде как я им чаще в тайгу уходить надолго, но дверь в его избушке никогда не забиралась. Вдруг ему вздумается наведаться в гости, рыбкой полакомиться. Как-то раз летом внучка Полинка напросилась сюда ко мне на заимку. Я ее еще с измальства в тайгу брал анализ, любит зверей, не боится грибы хорошо различать съедобные от ядовитых, а главное готовит отменно. Девчонка старательная, не балованная, мы ее женой и дочкой правильно воспитали, и уху сварит, и жареху из грибов, и жаркое из мяса, и вас бы приберет, никакой работы не боится, не то что городские. В общем, и мне хорошо, и ей, да и вместе веселее. Вот как-то утром ушел я в лес, как обычно, обойти свои владения, посмотреть, все ли в порядке, а Полинка на хозяйстве осталась, дедок ужину ждать, кашеварить. Вовсю дым из трубы валит, на всю округу ароматный дух разносит. Вот на этот самый аромат два архаровца и прямо не лезь зоны сбежали. Уже несколько дней по тайге шастали, устали, оголодали и замерзли, а тут тебе все, и крыша над головой, еда вкусная и девка в самом соку. 14 годков тогда Полинке стукнуло. Понимали, видно, что перед ними еще совсем дитё, да разве таких остановишь, но вот ворвались они вы с одного по кастрюлям да чугунам сразу, стал шарить, а другой на Полину двинулся, видать ему. Другой голод срочно удалить требовалось, она, бедняжка, перепугалась до смерти. Я-то так что дар речи потеряла, потом опомнилась, и кричать, да только кто ее услышит. В тайге зверюга этот завалил девчонку лицом, на стол распластала и уже стал ширинку расстегивать, да только было снимаем с дружком в этот день. Удовольствие получить как раз в это самое время решил в гости на заимку за рыбой медведь. Лукич наведаться услышал, как Полинка кричит на помощь, зовет. Хорошо, что гады эти дверь в избу не закрыли, вот тут Таня Медведев лапы и угодили. Повезло им, что он тогда еще мал был, вот, с небольшим, а то живыми бы точно. Не ушли, когда Лукич накинулся на зэка. Полинка смогла освободиться и огреть поленом по голове того, который съестное искал, оглушила так, что мужик сознание потерял, но самого насильника Лукич утихомирил, связала Полинка. Обоих веревкой, пока не без сознания были, а вскоре уже и я с обхода вернулся, так их связанными под дулом ружья в деревню и привели, а медведь Лукич все-таки из тайги. Периодически наведываются. Понравилась история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного, всего доброго.